Засыпанные старинные здания видели многие, но вот не совсем понятны следующие вопросы. Первый вопрос: насколько были засыпаны здания, на какой максимальный уровень? Второй вопрос: если здания в городах были засыпаны хотя бы на 1,5–2 метра, то как и чем их откапывали? Ведь это огромные объемы грунта. Третий вопрос: куда делись снятый грунт? Четвертый вопрос: а зачем вообще нужно было откапывать здания? И пятый вопрос, самый сложный: всё-таки из-за чего или почему, из-за какого явления были засыпаны здания? В России здания были закопаны, как мы все думаем, на один этаж, то в США здания были закопаны малость больше. Рассмотрим на примере двух американских городов Сиэтл и Канзас. Оба города интересны нам тем, что в них были закопанные дома. Сиэтл находится на побережье на высоте всего 42 метра над уровнем моря. А Канзас находится в глубине материка на высоте 269 метров над уровнем моря. Фотографии из Сиэтла, и мы видим просто сюрреалистичные виды. Что вообще здесь происходит? Мы видим колоссальные груды грунта, плоские вершины которых говорят о том, что ранее это было земной поверхностью. Вот что удалось найти на просторах интернета. В начале 20 века Сиэтл, штат Вашингтон, быстро становился крупным центром торговли на северо-западе Тихого океана. Расположенный на узком холмистом перешейке, город должен был расти организованно. После пожара, который уничтожил большую часть центра города, городской инженер Томпсон воспользовался возможностью, чтобы возглавить широкомасштабные усилия по укрощению местности вокруг города и подготовить его к столетию роста. Были вырыты каналы, реки были отведены с стороны, а горы сдвинуты. В частности, ледниковые холмы и гряды, которые отделяли окрестности от набережной в центре города, считались основным препятствием для путешествий и торговли и стали главной целью для удаления. С 1890-х по 1920-е годы более 38 миллионов кубических метров земли было вычищено с помощью топоров, водяных пушек, паровых экскаваторов и конвейерных лент. Большая часть перемещенной земли использовалась для заполнения приливных отмелей на набережной. Очень интересна фраза «ледниковые холмы», в оригинале написано «Glacial Hills», обсудим этот момент позже. Рассмотрим фото: внизу стоят дома, по всей видимости деревянные. Довольно сложно понять, эти дома стояли на этом уровне всегда, то есть были так построены, или эти дома откопали. Для откопанных домов они выглядят очень целыми, у них есть крыша, кровельный материал на месте. Возникла мысль, что грунт из-под дома постепенно удалили, и дом таким образом постепенно проседал до необходимого уровня. Если дом деревянный, то такое возможно. Например, на этой фотографии видно, что дом немного наклонен относительно горизонта, а справа видны люди, которые размывают грунт под домом мощной струей воды. Вот что удалось найти на этот счет: многие из домов, которые должны были сняты с холма, не нужно было сносить. Их просто подорвал поток воды, и когда они упали в яму, их подожгли. В нашей подборке будет несколько фотографий, на которых люди поливают землю мощным потоком воды. Если на предыдущей фотографии они, возможно, вымывали грунт под домом, то что именно происходит на этих фотографиях, непонятно. Эта фотография подписана Leveling Streets in Seattle, что переводится «выравнивание улиц Сиэтла». Этой панорамной фотографии поливают землю, и дом стоит слегка наклоненный в очень странном месте среди размытого грунта. Для чего поливают землю мощными струями воды? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Кто-то скажет, что поливают водой, чтобы не было пыли. Но откуда этой пыли взяться, если в данный момент не производятся какие-либо работы? На этой фотографии посередине мы видим большое капитальное каменное 4-этажное здание и рядом огромную кучу грязи. Здание частично засыпано грунтом слева. Можно рассмотреть несколько версий: это здание было построено, а позже занесено грунтом, или же здание было построено рядом с этой огромной кучей грунта, во что верится с трудом. Дом дальше и правее тоже соседствует с огромной кучей грунта, и к этому дому также масса вопросов из серии «Как?», «Зачем?» и «Почему?». Давайте посмотрим еще несколько фотографий.
На этой фотографии мы видим два здания как бы на холме, высота холма практически равна высоте здания. Там, где земля расчищена, видна мостовая, не совсем понятно, мостовую откопали или решили выложить мостовую, не дожидаясь окончания всех земляных работ. Фотографии из Канзаса, на которой мы видим здание, занесенное грунтом по самую крышу. Кто-то скажет, это просто такой ракурс, это просто перед зданием холм. Хорошо, давайте посмотрим следующую фотографию, на которой видно, что каменное здание занесено грунтом сбоку на высоту двух высоких этажей. Это примерно 4 роста человека, суммарно равные 7 метрам. Есть фотография с подписью «Угол Делавера» и 4-й улицы смотрит на юг с 3-й в центре города. На фотографии этой коллекции, датированной 1867 годом. Глиняные банки были сняты, улицы заасфальтированы и справа добавлены здания. Власти города решали этот объем грунта удалить, то это представляло собой весьма сложную задачу. Для расчистки городов использовалась тяжелая техника, например, экскаваторы. Экскаваторы передвигались по рельсам, и вот, например, экскаватор посередине улицы на отрезке рельсового пути со шпалами. На этой фотографии собралась толпа, чтобы засвидетельствовать последний ковш грязи и завершение второго переоформления города. Удаление грунта работал железнодорожный транспорт. Рельсы прокладывали прямо на улицах города. Кроме тяжелой техники использовали ручной труд и телеги. Также использовали длинные транспортерные ленты, по которым грунт транспортировался на большие расстояния. Вот, например, закрытая транспортерная лента, ведущая грунт к гавани. Сегодня мы с вами разберем еще несколько доказательств того, что некогда на Земле произошла какая-то катастрофа, в результате которой засыпала все города мира и всю инфраструктуру. Начнем с фотографии строительства небезызвестной Транссибирской магистрали. На фото ниже строители просто откапывают рельсы и шпалы. На переднем плане фото все занесено землей. Далее идет очень похожая фотография. На этом фото ниже отлично видно высоту грунта, который был снят рабочими при раскопках. Очень похоже на то, что данную железную дорогу именно искали и потом откапывали, а не строили. Множество выкорчеванных пней, которые извлекали из земли при откопке железнодорожной ветки. Судя по всему, эти искатели сначала находили и изучали древние старинные карты, о которых мы с вами уже говорили в предыдущих публикациях. На тех старых картах были отмечены десятки тысяч км железных дорог. И это в XVIII веке. Откуда? По официальной версии истории, их вообще не должно и не может быть. Похоже, что именно по таким картам искали и находили уже ранее построенные железные дороги. Откапывали их, ремонтировали и пускали по ним железнодорожные составы. Более того, многие современные железные дороги проложены там же чуть в стороне, где в старину проходили старые. Ниже для подтверждения представлено фото современной железной дороги. Рядом с ней нашли вот такую интересную находку. А вот здесь мы видим, как на самом деле был откопан Рим. И это официальный кадр. Было это не так уж давно. Теперь перенесемся на таинственный остров Пасхи. Ничего удивительного не замечаете. Из земли торчит только верхушка статуи. Основная же часть изваяния находится под землей, метров 15 в глубину.